Sorry? You speak Russian? English? Не разговаривает, слава богу. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Поскольку сейчас нахожусь в отеле. Вы на русском говорите? Не. На английском разнервничалась. Ой, вернее, на немецком. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Поскольку сегодня я нахожусь в отеле, хотела с вами поговорить на такую тему, как чаевые. Чаевые в отеле и не только. Потому что очень часто я, слышу такие вот разговоры от туристов. Вот в отелях, официанты или те, которые убирают, требуют деньги. Чаевые. Вы знаете, что давать чаевые – это вообще нормально. Это не означает, что если вы дали чаевые, что вы что-то великое сделали. Нет, вы просто проявили внимание и уважение к человеческому труду. И если бы вы знали, как они мало зарабатывают, сколько им платят, $80-100 за то, что вот они вертятся целый день, пытаются что-то заработать для своей семьи, где-то там в деревушечках у них семьи, они помогают мамам, братьям, сестрам, их всегда много. И там раз в полгода они едут домой, и вот они эти деньги копят, чтобы отвезти семье. Представляете, если, допустим, каждый из вас даст по $1, то есть если там уборщик убрал 10 номеров, то он уже заработает в месяц не $100, а, скажем, плюс 300. И повезет домой не 100, а $400. Это уже что-то он может оставить в семье. И как-то очень часто они, кстати, единственные кормильцы. Вот. И там их ждут и семьи, и я повторюсь, и братья, и сестры, поэтому они так стараются. Они стараются, они носят, они хорошо убирают, чтобы вы им дали, проявили вот эту любовь, вот это внимание, которое им так не хватает. Они же на самом деле очень такие недолюбленные. Знаете, какие они теплые в душе? Вы что-то скажите вот на арабском, там, шокран гиден, или там шокран гиден хабиби, спасибо большое, дорогой, там, любимый, дорогой. И посмотрите, как у него глаза светятся. В нашем мире, где так много зла, где так много агрессии, ненависти, и где это масс-медиа еще поощряют, вот это фильмами и всякими прочими моментами, развивает в нас не любовь, а наоборот, ненависть, злобу и агрессию. То есть вы вот просто начните проявлять любовь. Вот не купите себе пиво, или там спиртное, а дайте им. Дайте там официанту в ресторане, или обязательно, если вы в отеле, ваша обязанность давать. Это проявление человечности, не что-то вот такое вы сделали великое, нет. И для меня удивительно, когда люди мне жалуются, что вот почему я должен давать. Повар должен вас вкусно накормить. Должно быть чисто, правильно? То, что им платят в отеле, это вас не касается. Они делают для вас, и вы должны сделать для них проявление человечности, благодарность. Попробуйте, быть немножечко благодарнее в жизни, просто благодарнее. Вот что-то вам купили, или что-то сделали, или просто вот наперед быть благодарным. Какое-то маленькое дело сделайте. Вы посмотрите, как у вас появится энергия, сколько у вас сил появится много. Это же очень приятно. И от этого у нас повышается энергия, от комплиментов, от хороших дел, от этих чаевых. Но если вы заплатили за путевку там $1000, $1500, $2000, то неужели у вас не найдется $30, чтобы дать им чаевые там, за эти 15 дней? Там, $30, $50. Найдется. Просто не выпейте алкоголь. Алкоголь – это яд, точка. Еще раз, алкоголь – это яд. И если вы не будете употреблять алкоголь, а потратите эти деньги на добрые дела, это же прекрасно. Это от этого мир, от этого человечество будет развиваться. Это правильный путь человечества – делать добрые дела. Не просто делать добрые дела, чтобы что-то ждать взамен. Нет, просто так делайте. Ничего не ждите взамен. Я тут такие странные вещи слышала от наших женщин в Египте, от некоторых.
тут же, как бы, ну, я вам говорила, что энергетика Земли очень сильно увеличивает то, что есть внутри. И тут я такие вещи слышала от наших женщин, что вот, если я там даю на 55%, а мне дали на 45%, то как же так? Это же так нечестно, несправедливо. Так откуда вы знаете? Может, вы ему дали на 50%, завтра он вам даст на 450%, на 4500%. Как вы так считаете, что вы, блядь, за люди? Что это такое? Такого в жизни не видела. Откуда вы это изучили, вот эти маневры? Я повышаю голос, тут уже все смотрят на меня. Ой, немка от меня отсела подальше, не повезло ей со мной. А я еще такая голосистая, как начну вкачивать. Ой, вот они носят, вон там, вот смотрю, эти вилочки, ножички, вот это все расставляют, 100 раз собирают, понимаете. Я заказываю воду там в магазине, ну там я за воду плачу очень мало за доставку, что-то там 10 фунтов, 1/3 доллара. И вот мне эти ребята приносят эти банки с водой, там 4-5 банок в месяц я заказываю. Они вот тащат на мой этаж, там лифт работает, не работает. Я им даю по $1. Что это такое? И они так радуются. Говорю, что вы так радуетесь? Это только я даю, что ли, по $1 вам? Они говорят, да. Так это же, так вы же не считаете, что вы там заплатили вот эту мелочь. Вы обязаны за какую-то доставку, услугу дать им. Я же повторюсь, они здесь очень мало зарабатывают, в магазинах работают. Если это не его бизнес, они зарабатывают копейки. Вы обязаны им дать. Но если каждый даст по $1, и, допустим, они 10 человек обслужили в день, ну, плюс, значит, у них будет 10 на 30 дней $300. Ну, это же прекрасно. И он повезет домой деткам, маме, там, папе. Очень часто родители здесь умирают рано, они живут без родителей, они заботятся об этих семьях, понимаете, о своих братьях, сестрах, детях. Пусть повезет не $100-200, а 500-600. Поэтому чаевые – это обязанность, это проявление вашей человечности. Это ничего такого великого, грандиозного. Вот я сейчас перестала пить кофе в кафе. Я сама себе готовлю дома и все. Но я всегда думаю, что я могу дать. Что я могу дать, чтобы вот эти деньги, которые я не потратила в кафе, я потрачу, вот просто дам чаевые где-то. Вот и все, мои дорогие друзья. Так что, надеюсь, у вас больше таких не возникнет вопросов. Почему вот там не везите им шоколадки, блядь, эти Аленки с России, дайте им деньги. Дайте им деньги, они нуждаются в этом, и это нормально. Это лишь проявление человечности. Вот и все. Никто возле меня не садится, потому что я шумная. Потому что я возмущаюсь. Вы мне такие вещи пишете, знаете, я понимаю, что сейчас у нас сложный период в жизни, но вы мне такие вещи пишете, мои дорогие подписчики, что, блядь, у меня скоро какой-то диагноз будет от вас. Понимаете, я просто вижу, вот читая эти комментарии, я вижу, что вы думаете, как вы думаете. И вот это все вы мне еще не стесняетесь писать, вот эту всякую муть. Я хоть хорошо людей выучила благодаря моему каналу. Отель классный, нахожусь в отеле «Континенталь», Хургада, классный отель, очень классный, так что приезжайте сюда и отдыхайте, и не забудьте чаевые. Понятно? Чтобы я больше не повторяла на эти темы. Все, Виктория злая, разговоров больше не будет. Я только что в отеле разбила чашку. Представляете, дорогие друзья? Ну, надеюсь, это как бы на счастье, на счастье. Первый раз за все время я разбила чашку в отеле. Только 4 часа, а они уже все приготовили к ужину. Смотрите, видите? Какие молодцы. Уже полностью готово. Бегали тут, убрали все. Вот так вот. Супер.